Всем привет, меня зовут Юля. Меня зовут Миша. И сегодня мы поедем в город Колоди. Это родина Пиноккио, то бишь Буратино. Поехали. Смотрите, мы, в общем, приехали в деревушку, которая называется Колоди. Сейчас мы дойдем до нее, до исторического центра. Что эта деревушка, чем примечательна? Это в провинции города Пистоя находится, конечно, в часе езды от наших деревень. Мы немножко забрались подальше, чтобы вам показать удивительные места. Колоди – это родина писателя сказки о Буратино, Пиноккио. Вот, как его звали-то? Карло его звали, да. Карло Лоренцини, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, будем называть его Карло. Вот, в общем-то, он написал эту сказку. Вот, и считается... Ой, посмотрите. Смотрите, какие ворота вообще. Там парк. Ой, там какие пальмы красивые вдалеке. Ой, посмотрите, вот она. Это парк Колоди. Вот там, видите, за воротами. Блин, жалко, попасть нельзя. Я вам сейчас покажу. Реставрационные работы сейчас идут. Ой, ну тут вообще красотища невероятная будет. Когда закончат? Ничего себе, на 2 миллиона евро работ. Непонятно, не понимаю, когда закончат. Не хочу сейчас изучать, время тратить. Ну, жалко, закрыт, сейчас бы показали. Ну, покажем зато саму родину, скажем, деревню. Дом покажем сказочника, который написал эту сказку про Буратино. Вообще он как бы был настолько вдохновлен красотой своей деревни, что вот написал такую удивительную сказку, которая прославилась на весь мир. А вот, кстати, посмотрите. Сейчас, перейдем улицу. Смотрите, вот эти вот лоточки. Посмотрите. Там все вот эти вот Буратино, там Пиноккио, там вся тематика. Сейчас я вам покажу. Смотрите, пройдемся сейчас. Вот так вот. Смотрите, сколько. Тут все связано с Пиноккио. Майки тут всякие, Пиноккио маленькие. Ну, в общем, это родина Пиноккио. Сюда вот с детьми приезжать, это просто рай, скажем так. Здесь еще целый парк есть аттракционов. Вот, парк аттракционов, связанный с Пиноккио. О, посмотрите, какая штукенция тоже. Какими-то куклами. Необычными. Сейчас громкие итальянцы пройдут. О, смотрите. Даже это барчик называется. Это же не барчик, это Остерия-пиццерия. Да, Джипетто. Джипетто, видите этот? Который как в сказке был. Ну, здесь все посвящено Буратино. Вот, мы, сейчас будем подниматься в эту деревушку. Сейчас, если нас не задавят, тут сдают назад. Вот. Так, вот. Вот это, в общем-то, начало... Ой, посмотрите, какое, да, там здание на горе. Вообще, вот это вилла. Вот это вилла, всем виллам вилла вообще. Как нам идти-то, по-моему, направо, да? Ну, прямо. Да. Ну вот, здесь вообще очень много легенд. Во-первых, ну, кто верит, кто не верит. Я, как обычно говорю, как бы за что купил, за то продал. Вот. Почему вообще была написана сказка о Буратино? Потому что куклы, которые создавали местные мастера из вот этих бревен, они умели разговаривать. Вы прикиньте, Юля, куклы умели разговаривать, ты прикинь? Вообще. Это, знаете, это фильм ужасов, когда вот эта кукла с ножом за вами бегала. Вот, наверное, в этом стиле. Вот. Ну, сейчас заберемся в начало города. Он очень красивый. Ой, посмотрите. Тоже она на реставрации, эта вилла. Сейчас здесь все реставрируют. Пока закрыто. Показать, к сожалению, не можем. Там столько мандаринов. Ой, посмотрите, да, сколько мандаринов растет. Вообще, видите, вот эти мандарины на дереве? Блин. Жалко, за калиткой я бы оборвал. Это чисто по-русски такой, да? Ой, посмотрите. Оборвал. Смотрите, какая вообще. Вот это вилла, всем виллам вилла. Чего ты хотела сказать? Пожалуйста, он тебя хотела. Пожаловаться? Да, потому что ты говоришь, что ты бы оборвал, ты нифига не обрываешь.
У нас в деревне висят черешни, а мы до сих пор только смотрим на нее. Ну вот, видите, короче, болтун я. Вот, ничего бы я и не оборвал. Да мне просто как-то неудобно рвать. Они, итальянцы, ничего не рвут, все покупают в супермаркетах. Вот. И мне вроде как тоже неудобно все это. Ну ладно, поднимаемся. Ой, ну короче, поднимаемся. Тяжело, конечно, тяжелая деревушка. Она прям на горе находится. Тут подъем лютый вообще. Но мы уж почти пришли. Ой, видите, почти дошли. Сейчас еще чуть-чуть осилим. Ну вот мы пришли. Вот она, собственно, деревушка. Сейчас тут кто-то дом реконструирует свой. Лесостроительный поставил. Ну, это вот парковка как бы у деревни своя. Вот, сейчас пойдем почитаем. Там Юля уже что-то читает. Там легенды, я смотрю, какие-то написаны. Вот, видите, как она расположена, деревушка? Она как бы вдоль по вершине идет. Ой, тут целый рассказ. Но, честно, читать мы сейчас не будем. Я еще вам основные вещи расскажу. Вот, здесь, знаете, что есть? Видная вещь. Лес рядом с говорящими деревьями. То есть местные жители реально слышат, как деревья переговариваются между собой. Вот так вот необычно. Но тоже много зелени. Вот смотрите, люди живут прямо здесь. Да? Вон они там развесили свои шмотки. Вот, знаете, какой просто подъем тяжелый. Вся деревня вот так находится на подъеме. Вообще, конечно, дуреющая жара такая. Вот, посмотрите туда как. Любопытно. Пойдем туда сходим. О, сейчас посмотрим. Это вроде как не частная собственность. Можно пройти. Смотрите, как красиво. Но будем искать этот дом писателя. Вот. Надеюсь, найдем, чтобы показать вам. Но мне нравится. Вот особенно вот сейчас начинается такая прям живописная тема. Вот. Вон там и вид какой раскрывается. Хотя она же на горе. Вот. Ну, любопытно. Так спокойно, тихо. Кстати, хотели рассказать, пока смотрим городок, будем периодически отвлекаться. Вот смотрите, видите, какие картины из сказок. Смотрите. Но расскажем еще очень важную тему. Мы решили совместить формат, то есть показывать вот такие вот необычные города Италии и что-то интересное рассказывать, какие-то тематики. Хотя, честно, я вообще не барабанщик ни разу, да и Юля тоже. Поэтому у нас плохо получается делать две вещи сразу. Да, иду, пожалуй, сразу бывает плохо получается. Смотрите, какой красивый фасад здания. Но мы попробуем. А вот, кстати, продажа. Видите, пожалуйста. Приехал, купил, живешь в этой, на родине Буратино. Вот, прикольно же. Смотрите, там как вообще идет. Смотрите, мне так понравился этот фасад. Ой, блин, головой ударился. Смотрите, какой он красивый, аутентичный. Вообще, да, как башня такая средневековая. Ну вот, и тему, которую мы хотели обсудить, это мафия. Итальянская мафия. Блин, страшное слово. Первое, что хочу сказать... О, смотрите, какие изображения. Котик какой. Вот тебе котика, пожалуйста. Чеширский кот какой-то, по-моему. Вот. Вот тебе, пожалуйста, Буратино. Тут же. Вот, итальянская мафия. Значит, это не значит юг Италии. Там Сицилия, еще что-то. Нет, итальянская мафия простирается от севера до самого юга. Вот, смотрите, как красиво. Тоже вот вилла такая, вот двери. Посмотрите, какие двери. Двери вообще массивные. И вот, смотрите, какой уголок. Вообще. Это уголок всем уголкам уголок. Посмотрите, какой рай. Вот, там еще и джельсамин растет. Этот жасмин, блин. У меня аллергия на него. Но я пойду все равно. Рискую своим здоровьем, чтобы вам снять эту красоту. Посмотрите вообще как. Да? Смотрите. Вообще. Невероятно. И тоже тут парковка. С другой стороны города, чтобы подъезжать. Вот, пожалуйста, много мест, много машин, кстати. Сразу видно, люди живут. Вот. Ну, любопытно. Короче, с этой мафией. Она с севера до юга простирается.
Это вообще на самом деле большая беда. Мы в каком-то видео показывали памятник одному генералу карабинеров, который боролся с мафией. Вот, и погиб. На самом деле много таких вот храбрых людей, которые борются. Вот. Я просто, когда еще раньше жил в Италии, в начале нулевых, тогда казалось вроде как, что ее победили вообще полностью. Ну, там остатки были какие-то и все. На самом деле ситуация только ухудшилась годами. Сейчас она стала еще хуже. Она процветает и пахнет, эта мафия. Вот. Что они делают? Ну, основное, конечно, это наркотики. Наркотики в Италии – это прям, я вам скажу, бич. Очень много итальянцев-наркоманов. Просто огромное количество. Это просто что-то с чем-то. Вот. Во всех городах это есть. И в маленьких, и в больших. Да даже у нас в деревне, если честно, мы знаем одного человека, паренек-итальянец молодой, даже он наркоман бывший. Вот смотрите, вот, пожалуйста, продажа тоже. Продажи есть, причем вот этот домик вообще хороший. Да. То есть тебе ни фасад не надо делать, ничего. Дверь вообще прекрасная. Ставни хорошие. Да, ставни. Наверное. Да, мне кажется, и внутри она шикарная. Вообще хорошее предложение. Но я вам скажу, здесь дешево стоить не будет. Это туристическое место очень. Сюда прям автобусами. Мы когда парковались, там 6 или 7 автобусов туристических стояло. Поэтому здесь, конечно, за 40 тысяч евро ничего не найдешь. Я думаю, здесь от 150. Вот, я так думаю, и выше. Ну вот, основной вид деятельности мафии, конечно, наркотики. Потом убийства. У них разборки между собой, между коммерсами. И, к сожалению, мы часто видим, даже по телеку, по итальянскому говорят, погиб один, погиб второй невинный человек. Ну, невинные люди, которые становятся жертвами в ходе перестрелок. Вот, это, конечно, страшно. То, что делает мафия, у них еще такие пытки ужасные. Короче, бандитизм здесь вообще цветет и пахнет. Особенно, конечно, на юге. Блин, вот это Неаполь, Сицилия, Бари, Пулья. Вот эти все южные места, блин, честно, красивые до безумия. Вот честно, я прям, наверное, Неаполь просто обожаю. Но опасные. Очень-очень опасные места. Я бы вам не советовал, честно. Ну, лучше жить, мне кажется, либо в центральной части Италии, либо на севере. Хотя и на севере много бандитизма и мафии. Там та же Бреща. Вот видите, тоже водичка с горной водой вкусненькой. Можно пить. Вот. Потом мафия тащит сюда вот этих вот, знаете, темнокожих ребят, которые на лодках приплывают. Ой, посмотрите, какая красота вообще отсюда, да? Вообще это все зеленое. Цветы какие-то. Вот опять эти занавески, мы вам говорили по одному видео. Ну, колхозные вообще. Ну, наверное, это итальянский стиль какой-то. Ну, я бы себе не повесил такую занавеску на дверь. Вот этих чернокожих ребят, короче, которые на лодке приплывают в Сицилию. Вот. Их таскает в основном-то мафия. Мы недавно слышали скандал, там, связанный с этим послом одной африканской страны. Они за 10 тысяч евро визы делают им, этим ребятам, африканцам. Вот, несчастным. И тащат их сюда, короче. Это все мафия. Им же нужны люди, которые распространять будут наркоту. И чем больше, тем лучше. А распространители по большей степени они. Вот, особенно в больших городах. Я поэтому, честно, я большие не советую. Потому что там как раз очень много ребят темнокожих, всяких непонятных. Вот. У нас в деревне не так много. Маловато вообще, почти нет никого. Вот, поэтому... Потом, что она еще, эта мафия? В правительстве она сидит. Есть свои люди там. Особенно вот это коммунисты, вот эти все. Блин, демократическая партия. Они, конечно, там тоже такие жуки. О, посмотрите, какой вид отсюда открывается. Вообще, да? Ну, просто, ну, красота. Что сказать? Не деревушка, а красотища. Где дом, правда, этого писателя никак найти не можем. Ходим, смотрим. Вот. Так еще их много, этих мафий, их разновидностей. Не только итальянская, албанская, китайская, нигерийская. Еще какие-то мафии есть. Ну да, вот китайская мафия, например, она вообще лютая. Но она лютая между собой, между китайцами. Вот, то есть они, у них костяк в основном в городе Прата, где мы раньше жили. Это известный город, это самая большая коммуна китайская вообще в Европе считается. Вот, но еще они в Риме тусуются. О, посмотрите. Тоже, смотрите, сколько зелени.
Дом прям вообще весь зеленый. Ну, чуть-чуть подзаброшенный, как будто бы, да. Очень заброшенный. Да, вот такой купить домик, сделать его вообще, он и на солнце, и все отлично вообще. Да, вот. Китайская мафия, знаете, они в основном бабки отмывают. У них тут фабрики, заводы, пароходы вот эти вот по тканям. Они тут делают ткани, подделки всякие в Италии прям. Вот, чтобы из Китая не тащить. Made in Italy, блин, клепают на бирке. Потому что в Италии делают, шьют. И все. Вот. Ну, они между собой там разборки устраивают, убивают друг друга. Вот мы тоже читаем там из Прата новости. Иногда я читаю, я люблю так почитать. Вот тоже дом какой. Люблю почитать. То один китаец убил другого, сожгли бар китайский, сожгли фабрику китайскую. Вот. Ну, у них такое между собой. Албанская мафия, она тоже лютая. Но она вот прям может и вообще и итальянцам досаждать. То есть албанская мафия, блин, она прям и убийства, и насилие, и там что только нет, и грабежи. Вот это, знаете, особенно по домам шуруют, залазят, усыпляют этим газом всю семью, блин, и все, обворовывают нафиг. Таких случаев вагон. Нигерийская мафия вообще, я вам скажу, вот есть город Кастельвультурно. Вот, такие улочки красивые. Кастельвультурно в Неаполе. Мы его на мотоцикле проезжали, когда ехали на юг, в Сицилию. Вот, блин, город полностью подчинен нигерийской мафии. Вот, там уже и ромы, там кого только нет. Ромы — это цыгане. Вот, туда даже полиция боится заезжать, не заезжает. Туда максимум там периодически военные заезжают, разбор полетов устраивать. Ну Вот. и да, и туда опасно вообще заезжать. То есть мы в него не заезжали, мы просто мимо проехали. Ну да. Этот город опасно заезжать по одной простой причине. Не факт, что ты выберешься. Ну, короче, это, знаете, типа как в Париже есть типа улицы, куда даже полиция боится заезжать. Видите, опять эти занавески на домах. Ну, есть, конечно, есть такой минус, да. Вообще, в принципе, мне кажется, он много где. Да и в США я слышал похожая ситуация, вот, в каких-то штатах. Вот. Ну, и в Европе есть такая тема. И в Италии, вот, видите, рассказали мы вам. Вот. Но если жить вот в таких вот маленьких деревушках, как мы живем, вот тоже, пожалуйста, продажа. Какое-то, правда, не очень красивое здание, если честно. Но если отреставрировать, оно маленькое. Если жить в небольших деревушках, такие как наша, то ты этого не ощущаешь вообще. Можно под раздачу попасть, если ты живешь в большом городе. Вот, например, Милан. Вот у меня даже друзья говорят, в Милане уже вечером не погуляешь. Вот. Бандитизм сумасшедший. Вот эти мигранты, которые там, ну, вот эти ребята загорелые. Вот. Они там такое устраивают вообще. Вот. Вы смотрите, какая арка. Вот эта арка. Аутентичная. Виа ди Фори. Не знаю, что такое. Вот. Ну да, что, Фори, я не понимаю, что такое Фори. Вот. Это эти, да, большие города. Турин. Турин — это просто, я вам скажу, там уже второе поколение вот этих ребят, марокканцев, вот, которые приехали, типа марокканцы еще там 20-30 лет назад. Ой, я что-то из города выхожу. Нас куда-то Юля не туда повела. Я не повела, я тебе просто показала. Вот. Которые приехали там 20-30 лет назад, они уже понарожали детей. И вот это вот второе сейчас поколение мигрантов, вот, подростки, они там, блин, в Турине вообще такое устраивают, там бэби-гэнги вот эти создают, бэби-гэнг, такие вот банды молодежные. И бьют и прохожих, и грабят, и что только вообще не делают. О, красивый дом. Смотрите, какой дом красивый. Вот. Турин вообще, ну, честно, по мне помойка вообще стал. Я просто помню Турин с Олимпийских игр еще в начале нулевых. Но сейчас это уже вообще, я бы не поехал. Там, кстати, недвижимость дешевая. Вот, кстати, не ведитесь, когда в больших городах вы видите дешевые квартиры, это типа по 50 тысяч евро, по 70 тысяч евро. Одно дело — это деревня. И это логично, что они более дешевые. А когда это, например, Генуя, вот в Генуе вы можете часто встретить. Такое Белла, город, тоже можете часто встретить. А знаете, в чем подвох? А в том, что вы там вечером без оружия даже гулять не выйдете. Там очень опасно. Там эти кварталы, вот этих ребят загорелых. Да. Там в центре даже находиться неприятно. Я не знаю, эти ощущения просто когда были, мне вообще не понравился город Генуя, потому что он неприятный. Ну, короче, там очень много вот этих пакистанцы, фиг пойми кого, честно. И люди, скажем так, ну, не самого
лучшего, скажем так, вида. Вот. Это не те, которые приехали, типа, работать, налоги платить. Не, такие нет. А там 1% из них это делает. Вот мы, кстати, как-то тут ужинали, наших друзей пиццу делали. Вот. И на ужине был бывший полицейский, ну, такой в хорошем звании, я уже не помню, со своей женой. Но он на пенсии, он сейчас в Тунисе живет. Вот. Ой, смотрите, какая красота. Отвлечемся. Смотрите, как волшебно. Вот эти черепичные крыши и вот эта долина с таким видом. Ну, реально, как в сказке Буратино. Честное слово. Похоже. Вот. И он нам рассказывал, вот он в Тунисе сейчас живет с женой на постоянке. Потому что, короче, Тунис, если ты на пенсии, то итальянская пенсия, если ты ее будешь получать в Тунис, переведешь, вот, то у тебя не будут забирать налоги. Соответственно, допустим, если у тебя пенсия 1000 евро, то в Тунисе ты будешь получать 1600. Ну, то есть такая нормальная прибавка к пенсии. И очень много пенсионеров, итальянцев, уезжает жить типа в Тунис, с Албанией такая же фигня, вот, действует для итальянцев. И они там живут, там что, жизнь дешевая, вот, и кайфуют. Виллу же можно с бассейном снять Ну вообще да, за там, копейки. за какие-то копейки, за 400 евро, грубо говоря, там огромную виллу с бассейном снимаешь, и все. Так красиво. Да, красота. Ну вот, и он нам рассказал, этот полицейский. Он говорит, послушай меня, я больше 40 лет в полиции, вот, в итальянской, и 10 лет живу в Тунисе. Вот возьмем даже Тунис, тунисийцев, как их там, тунисцев, не знаю, как их называют. Вот. Те, которые едут в Италию, тунисцы, это те, которые совершили какие-то преступления в Тунисе. Их просто либо арестуют, либо убьют в Тунисе, казнят. Вот. И они убегают в основном в Италию, чтобы устраивать вот эти вот свои грязные делишки здесь. Ой, посмотрите, какая церковь. Вообще. И он мне сказал, 99% тунисцев, которые бегут в Италию, это очень плохие тунисцы. А вот тунисцы, которые в Тунисе, он говорит, они очень сильно отличаются. Это вообще другой народ. То есть они, это не означает, что все такие. Это именно тот процент, который бежит в Италию, убегает. Так что, ой, смотрите, дерево такое стоит, да? И лавочки. Вот так вот садишься и кайфуешь вообще. Книжку берешь и читаешь вот так вот. Вот с таким вот видом, да? Так, сел так и смотришь. Вот, и на самом деле этих тунисцев, всех, их же кто? Это мафия итальянская. Все тащит сюда побольше. Вот, видите, церковь, кстати, тоже этим каким-то вот полотенцем закрыта, я не знаю, как это называется. Вот у них такое принято в деревнях. Ну, постройки, конечно, очень любопытные. Они, конечно, прям средневековые. Вот, и да, бандитизм вот этот, конечно, в Италии страшная вещь. Велосипеды воруют, машины, окна. Вот мы в Прато, когда жили в большом городе, идешь по улице, да, просто вдоль улицы, машины припаркованы, утром идешь, и все стекла задние разбиты. Просто, прикинь, подряд разбиты, прикиньте. Просто разбивают, а если ты, не дай бог, хоть что-то оставишь в машине, хоть маленький пакетик, хоть что-то, все, 100% разобьют тебе окно. Ну, то есть вообще лютая вещь. Знаете, тоже как красиво. Вот, и это все проделки мафии. Мафия здесь держит очень много. Вот даже юг Италии, он же сильно отличается от севера и центра Италии. Очень сильно. Даже состояние домов, улиц, дорог, вот, заводы, там практически полное отсутствие. Ну, небольшие какие-то, есть малые. Вот. Все из-за мафии. К сожалению, да, вот такой вот красивой стране вот такие вот нехорошие вещи происходят. О, а посмотрите, какая башня. Смотрите, она прям как обрушена. Средневековая, да? Да, вон там что-то написано. Да, что-то написано, сейчас посмотрим. А, ну это про город опять, потому что мы пришли в другое начало города, верхнюю часть. Вот это башня, конечно. И здесь тоже такой прям уголок, тенек. Видите, частная территория. Очень красиво. Ну, там уже выход из города, это верхняя часть. Попробуем с другой стороны посмотреть. Может быть, мы найдем все-таки дом писателя.
Да, есть, кстати, еще знаете, какая разновидность мафии? Мусорная мафия. Вот, в основном она, кстати, встречается вот Рим и все, что ниже, мусорная мафия. Вот, например, Сицилия мы были, прекрасный регион, просто шикарный, красоты невероятные, да. Ну, мусор повсюду, он даже вдоль дорог валяется, просто повсюду, на вот этих вот полосе безопасности, вот этот сбоку, которая аварийной полосе, вся забрызгана мусором, забрызгана, замусорена, короче. Да, Вот. там очень много пакетов валяется, просто все разбросано. Прям хлам какой-то вообще ужасный. Ну да. Ну, короче, мусорная мафия. Дальше, что мы еще хотели сказать? Есть вот город, например, как пример, мы видели по телеку. Кстати, здесь по телевизору все говорят, как есть. То есть здесь могут наезжать на правительство, на премьер-министра. То есть здесь вообще было такое. Ой, собака, видите, нас напугала. Вот. Ладно, пойдемте, а то она нас сожрет и не даст нам снять. Вот здесь, да, здесь по телевизору, здесь очень свободная пресса, здесь говорят все как есть. Здесь могут и правительство, как бы, да, вот, поругать. Они гонят друг на друга. И там просто какой-то срач в передачах. Одна партия против другой, говорит, что тебе делать не так, говорят, какие проблемы, другие говорят на других. И просто какие-то даже отдельные программы, которые, как они называются? Ну, расследовательские. Да, Расследовательские. Они прям рассказывают, какие проблемы есть, прям вот копаются очень досконально, прям все говно, так скажем, наружу. Ну, короче, да. Вот, естественно, здесь из-за этого свободной прессы много чего узнаешь. И мы вот, например, даже узнали, что в одном из городов на севере, там вообще вот с этими мигрантами, даже вплоть до мэра вот, города, там все были коррумпированы, и полицейские, и карабинеры. Мы даже в какой-то момент подумали, как будто как вернуло нас в Россию чуть-чуть, напомнило. То есть и здесь это встречается как бы, и здесь, ну, не рай, скажем так. Мне кажется, райского места нет нигде. Везде есть какие-то свои проблемы определенно, как в меньшей или в большей степени. Вот, но они есть. Так, мы пока так и не нашли дом этого писателя. Вот, но он точно должен быть. Просто мы не понимаем, где он. Здесь еще нет никаких указателей. Вот. Ну, сейчас еще попробуем посмотреть. Вот он, посмотрите. Мы нашли его. Вот он, дом этого писателя. Вот он такой и сохранился, как был много веков назад. Ну, как веков? Не совсем прям много веков, но прилично так времени, конечно. Я преувеличил чутка. Любитель преувеличить. Смотрите. Ну, прикольно, чё. Вот тут и написалась книга Буратино. Пиноккио. Ну, красивый у него тут вид, конечно, был. Смотрите. Конечно, ему тут сидишь вот так вот и пишешь книжку. Я бы сам бы книжку какую-нибудь написал бы. Знаете, сколько сказок бы вам тут написал бы. С таким-то видом. Ну, мы пойдем, да, вниз. Нам уже пора ехать. Вот, нам надо работать. У нас еще рабочие встречи. Будем прощаться с вами. Да, поэтому на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Может, какие-то темы вы хотите обсудить, чтобы мы точнее рассказали. Вот, поэтому пишите. Все, и пока-пока. Пока-пока.